Всем здравствуйте! Меня зовут Черкасова Ольга, и вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня я хочу вам рассказать 7 правил, которые я для себя вывела, чтобы связать самый красивый, самый идеальный снуд. Рассмотрим мы все на примере вот такого снуда, который я вязала в 2 оборота. Сейчас вам покажу фотографии, сюда поставлю, как он смотрится вместе с верхней одеждой, с пуховиком. Вязала я этот снуд спицами, и он у меня стал дополнением к комплекту, который я вязала еще в прошлом году. Это вот такая вот шапочка, бини. Она вяжется с бусинами, вяжется крючком и варежки. Варежки тоже связаны крючком. Самое интересное, что вот на весь этот комплект, который состоит из 3 вещей, это снуд, варежки и шапка, у меня ушло всего лишь 300 грамм пряжи. Вообще в последнее время у меня какой-то интересный расход пряжи, просто невообразимый получается. В прошлом видео мы вязали свитер, кстати, как раз он сейчас на мне надет, и на этот свитер ушло всего лишь 350 грамм пряжи. Свитер связан крючком, он достаточно широкий, свободный, со свободными рукавами, и расход тоже очень маленький. Для меня даже он был неожиданный. Так, вообще мне больше нравятся именно снуды в 2 оборота, но вот эти вот правила можно применить, конечно, и к снуду в 1 оборот. В 2 оборота мне снуд нравится потому, что его можно еще как шапку накинуть на голову. Да, допустим, когда в какое-то более такое теплое время года подул ветерок, можно за место шапки накинуть на голову снуд. Ну вот сюда тоже вам ставлю фотографию, чтобы было более наглядно. Итак, давайте начнем с первого такого правила. Это с размеров, потому что всегда, если мы решили связать снуд, у нас встает вопрос о размере. Хотя кажется, снуд связать очень просто, но размер здесь как раз таки имеет значение. И самое главное, ширина снуда, если у вас снуд в 2 оборота, должен составлять примерно 40-30 сантиметров. А длина снуда, то есть если вы снуд вот так вешаете на руку, вот это расстояние 120 сантиметров, или если у вас толстая пряжа, можно взять 130 сантиметров. Измеряйте длину именно в таком состоянии, повешав снуд на руку, потому что изделие вязаное может растягиваться, и если у вас готовое изделие растянется слишком, то оно не будет хорошо прилегать к шее и будет некомфортно в носке. Поэтому всегда повешали и определили размер. Если вы вяжете снуд в 1 оборот, то его ширина должна быть 50-60 сантиметров. И длина самого снуда должна быть такой, чтобы при растяжении он у вас свободно надевался на голову. Это что касается размеров. Теперь переходим ко второму правилу. Нужно правильно подобрать спицы, ну или крючок для вязания снуда. Всегда берите большого размера спицы, больше, чем рекомендуется. Это на пряже. К примеру, я вязала вот этот снуд и весь комплект из пряжи Drops Flora. Рекомендуемый размер спиц 3 мм, я брала 3,5, потому что само полотно снуда должно быть вот таким как бы дырчатым, рыхлым. Только тогда он будет формировать красивые складки, хорошо драпироваться и не стоять колом. Поэтому смело берите спицы большего размера. Особенно если у вас толстая пряжа, то можно не на 0,5 мм больше брать спицы, а прям на 1 и даже на 2 мм берите спицы именно больше, чтобы получить рыхлое такое, ну, дырчатое полотно. Так, теперь переходим к третьему правилу. Это узор. Я всегда рекомендую для снуда выбирать узор двусторонний. Посмотрите, особенно если снуд в 2 оборота, мы его надели на шею, повернули и еще раз надели, и в итоге у нас лицевая сторона может уйти на изнанку, изнанка на лицевую, и в общем будет, ну, такая разница в узорах. Поэтому всегда рекомендую, берите двусторонние узоры. Вот у меня этот снуд связан двусторонним узором, он на базе резинки 5 на 5, то есть одинаковый с обоих сторон узор. Мастер-класс по такому узору есть на моем канале, ссылка будет в описании под видео. Это узор называется буфы. Он очень объемный, и снуд из тонкой пряжи будет выглядеть очень красиво, будет таким рыхлым, пушистым, объемным. Если у вас толстая пряжа, то можете взять, к примеру, английскую резинку. Мастер-класс, кстати, есть у меня на канале, и я там вам покажу, как вязать резинку без накидов более простым способом. Или берите узоры на основе платочной вязки. Например, мне очень нравится платочный узор со спущенными накидами.
Ссылка на этот узор будет тоже в описании под видео. И еще можно миксовать резинки. Например, мне нравится узор, очень красиво смотрится. Это такая шахматка между полой резинкой и английской резинкой. Ссылка на узор тоже будет в описании под видео. Если он вам понравился, заходите и вяжите себе снуд данным узором. Дальше, когда мы уже выбрали узор, переходим к 4-му правилу нашего снуда. Я всегда рекомендую выполнять открытый набор петель, чтобы потом красиво выполнять шов на снуде, чтобы не было никакого рубчика и чтобы опять мы не думали, где у нас лицевая, где изнаночная сторона. Я выполняю открытый набор при помощи крючка и воздушной цепочки. Давайте сейчас посмотрим небольшое видео, где я вам покажу подробно, как это выполняется. Берем вспомогательную рабочую нить, желательно контрастного цвета, к нашей основной нити. Берем крючок заведомо большой, и вяжем воздушную цепочку. Эта воздушная цепочка не должна быть тугой, то есть слабо вяжите, для этого и берите специально крючок большого размера. Набираем необходимое количество воздушных петель. Количество этих воздушных петель обычно берется чуть больше, буквально там на 5 петелек, чем вам нужно набрать петель для ширины вашего снуда. Воздушная цепочка готова. Мы ее вот так поворачиваем изнаночной стороной кверху. И по этой цепочке имеются вот такие вот протяжки. Вот под эти протяжки мы сейчас будем вводить спицу и набирать петли. Берем нить, которой вы собрались вязать ваш снуд. И смотрите, подводим спицу под протяжку и затягиваем туда рабочую нить. Вот этот хвостик, который остается от рабочей нити, должен примерно быть сантиметров 20, как минимум. Можно больше. Лучше 30 оставлять. И под каждую протяжку вводим спицу и набираем петли. Вот таким образом набираем необходимое количество петель. Набрали необходимое количество петель. Разворачиваем вязание и начинаем вязать узором, который мы выбрали. Посмотрите, у нас вот по этой цепочке воздушной остались вот такие вот протяжки из нашей основной нити. Вот это вот наши открытые петли. Мы потом распустим воздушную цепочку, и у нас останутся вот эти вот открытые петли. И далее, когда у нас уже петли набраны, еще один момент нам нужно учесть, чтобы был красивый идеальный снуд, это кромочные петли. То есть кромочные петли у нас будут отвечать за эту сторону снуда и за эту сторону снуда. И я рекомендую вязать двойные кромочные петли. Они смотрятся более красиво, более аккуратно. Сейчас вам тоже сюда поставлю видео. Покажу поближе, как выглядит эта двойная кромочная и чем она отличается от обычной кромочной петли. Посмотрите, как выглядит эта двойная кромочная петля. Вот хорошо видно на участке с изнаночной гладью и где вязание не рыхлое. Посмотрите, здесь как бы имеется такая трехмерная такая кромка. Она лучше так держит полотно, держит край, что нам и нужно для вязания снудов, чтобы край держался хорошо, не было никакой волны. Особенно вот эту двойную кромочную заметно на узорах, вот типа платочного узора, типа жемчужной вязки. Посмотрите, я вам покажу два образца. Вот образец, в который связана кромочная, обычная, одинарная кромочная петля, стандартная, как все мы ее вяжем. И вот здесь вот у меня связан кардиган также платочным узором, и кромочная петля идет как двойная. Видите, какой косичкой она обрамляет полотно. Причем и с одной стороны, и вот так как бы с торца, и со второй стороны у нас также сохраняется вот эта вот косичка. И край выглядит намного аккуратнее. И он лучше держит форму. Как выполняются такие кромочные петельки двойные, на моем канале уже есть видеоурок. Все ссылки, как всегда, есть в описании. Заходите, смотрите, кто еще не умеет вязать двойную кромочную петлю. Переходим к 6-му правилу. Это вязание без узлов, потому что снуд, опять же, как я говорю, там может быть лицевая сторона стать изнаночной, изнаночной лицевой. А мы, когда соединяем пряжу, мы делаем узлы по изнанке, а здесь нам этого делать нельзя. Поэтому я рекомендую брать пряжу для вязания снуда именно с шерстью, чтобы там было хотя бы 50% шерсти.
тогда можно очень классно соединить пряжу без узлов. Давайте я вам сейчас опять поставлю видео, где показываю, как это делается. Чтобы незаметно соединить концы пряжи, чтобы не было никаких хвостов, никаких узлов, смотрите, что мы делаем. Берем 2 хвостика от пряжи, и эти хвостики мы должны расчесать, например, частым гребнем, ну, просто прочесать, прям распушить. Или еще это можно делать вот такой вот жесткой щеткой. Мне, если честно, щеткой нравится это делать больше. Мы должны прям прочесать вот эти концы, их распушить, причем часть пуха из них вычешется. Еще раз скажу, что такой способ подходит только для пряжи, которая содержит шерсть в себе. И желательно такой достаточно большой процент. 50% точно должно быть шерсти в пряже. У меня это 100% шерсть, поэтому она таким образом великолепно соединяется. После того, как мы распушили хвосты, мы их вот таким образом накладываем друг на друга, размещаем на ладони и вот такими вот движениями сваливаем. При этом можно еще немножко сбрызнуть водой, ну, из брызгалки вот из такой, или просто чуть-чуть смочить руки. И сваливаем эти края. Все, получается плотное, прочное соединение. Видите, на нем даже нет утолщений за счет того, что мы вычесали часть шерсти из пряжи. Получается прочное, классное утолщение. После стирки оно еще больше соединится и ничего у вас не будет торчать, что особенно важно при вязании снуда, когда у нас обе стороны могут вывернуться на лицевую. Ну и последнее, 7-е правило. Когда уже весь наш снуд практически готов, нам необходимо выполнить красивый шов. И я рекомендую всегда сшивать трикотажным швом петля в петлю. У нас открытый наборный край, мы завершили вязание, у нас везде открытые петли, поэтому рекомендую сшивать именно так. Сейчас вам сюда тоже вставлю видео, где подробно расскажу об этом шве и как его правильно делать. Закончить вязание снуда вы должны с противоположной стороны от нити, где идет начало наборного края. Вот видите, здесь должен быть шов. Вот у меня нить начала наборного края. И вот нить, где я закончила вязание. Это необходимо для того, чтобы мы с одного края начали сшивать наш снуд, двигаясь к середине. И со второго края будем сшивать наш снуд, двигаясь к середине. И то есть узелок и спрятанные хвостики у нас будут в центре снуда, а не по краям. Я предлагаю вам избегать именно вот этого вот краевого прятания хвостика, потому что в этом месте снуд всегда имеет натяжение, то есть мы его надеваем на голову, мы его снимаем. В этом месте у нас вязка всегда тянется, и есть вероятность того, что шов может просто растянуться и хвостик выправиться. Это будет особенно неприятно, если вы вещь связали в подарок или у вас ее заказали и вы взяли деньги за вязание этого снуда. Если у вас будет узелок по центру, то есть здесь не будет такого натяжения, как по краям, и шов у вас уже со 100% вероятностью не разойдется. Смотрите, нам сейчас, чтобы выполнить шов, нужно поднять наши открытые петельки. Для этого нужна спица. Я возьму ту же самую спицу, которой вязала снуд, можно взять другую. Начинаю я с того места, где у меня идет хвост от рабочей нити. Посмотрите, у нас остались протяжки, нить контрастная, поэтому эти протяжки очень хорошо видны. И я каждую протяжку начинаю подхватывать спицей. Вот таким образом. Все петельки мы должны подхватить. Обязательно потом пересчитайте количество вот этих вот поднятых петель. Оно должно быть равно количеству набранных петель. Не потеряйте ни одну петельку, иначе, если когда мы распустим воздушную цепочку, у вас неподнятая петелька может просто дать стрелу и снуд будет испорчен. Когда будете уже подходить к концу, посмотрите, видите, вот в самом конце как бы есть 2 петельки на одной воздушной петле. Вот посмотрите, я подхватываю
раз петельку. И здесь вроде как остается последняя петля воздушная, но она держит 2 петли. Поэтому вот здесь не спутайтесь, подхватываем и первую, и вторую ниточку. Это 2 разных петли. Считаем количество петель, оно должно соответствовать количеству набранных петель. И дальше мы распускаем воздушную цепочку, которую выполняли. То есть просто расслабляем край, развязываем узел, распускаем эту цепочку. Поддеваем спицей и потихоньку распускаем цепочку. Я убрала всю воздушную цепочку. На спице у меня петли открытые. И теперь у меня 2 края с открытыми петельками. И мы эти края легко сшиваем при помощи трикотажного шва петля в петлю. Для этого нам понадобится игла. Шов этот очень простой. Кто его не знает, в описании под видео будет ссылка на мастер-класс. На моем канале уже есть видео по такому шву. Поэтому сшиваем. Сначала, как я сказала, до центра с одной стороны, и потом со второй стороны также до центра. И только потом будем выполнять узелки и прятать кончики нитей. Я уже выполнила шов с одной стороны, с другой. Вот здесь у меня получилось соединение моих ниток. И дальше смотрите, теперь вот эту вот ниточку нужно просто обвести как бы петли, которые здесь есть. Или такой момент еще называется как вышивка по петлям. То есть просто я повторяю за ниточкой. После стирки такие переплетения наших нитей, они как бы сваляются. Вот если бы мы такое переплетение делали на краю снуда, то у нас быстрее бы разорвалось, чем свалялось, за счет того, что мы постоянно это место бы растягивали, надевали, снимали с себя. А так как у нас стык находится в таком месте, где меньше подвержено вот этому резкому растяжению, то здесь наши ниточки хорошо друг к другу приваляются за счет того, что они шерстяные, и уже никакие хвостики у вас никогда не вылезут. То есть просто, грубо говоря, делаем вышивку по петлям. То есть вот она у меня идет, вот эта ниточка, и я вот таким образом змейкой просто-напросто за ней повторяю. Еще причем, когда я ввожу иголку при повторении, я не стараюсь прям четко пройти в эту петлю, в эту, чтобы ничего не подцепить. Прям ничего страшного, если вы чуть-чуть, даже это хорошо, если вы пройдете прям сквозь где-то ниточку, а не четко прям пройдете по петле. Это даст нам большую сцепляемость, и ниточки лучше друг к другу приваляются. Ну вот такие вот 7, казалось бы, простых правил помогают нам сделать очень крутой снуд. Особенно шов, это последнее правило. Всегда его делайте так, чтобы стык ниточки был именно в центре снуда, чтобы у нас не произошло разрыва и растяжения шва. А теперь давайте я вам расскажу немножко об этом снуде, как я его вязала. Узор это буфы, ссылка я уже говорила в описании под видео. Смотрите, я набрала 65 петель и плюс кромочные, 2 с одной стороны, 2 с другой, то есть всего 69 петель. И начала вязать узором буфы ровно 20 раппортов. Ну и затем произвела просто шов трикотажный, петля в петлю, и снуд готов. То есть вот так он просто вяжется. Я думаю, вы легко справитесь с этим заданием самостоятельно, без меня. Надеюсь, вам помогут эти 7 небольших правил, моих таких замечаний, связать идеальный снуд. Кстати, если у вас есть какие-то дополнения к этим правилам, обязательно пишите об этом в комментариях. Не забывайте ставить лайк, обязательно подписывайтесь на канал, если вы сегодня первый раз со мной пообщались. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока-пока.